Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Вот этот рекламный щит, который вы видели на заставке ролика, вполне официальная реклама, которая ширится просторами россияне. И никого не смущает. Вообще никого. Единственный вопрос у народа: какой фирмы стиралку он несет в руках? А у нас каждый раз после очередной серии атак по Украине интернет сначала вспыхивает негодованием, а потом замирает, как будто пришибленный, будто дышать нечем. Будто воздух из атмосферы откачали. И кажется, будто это никогда не закончится, будто так теперь будет всегда: не выйти на улицу, не попасть в скопление людей, сиди дома или на работе, работай. Нет, хунтубары, так будет не всегда. С каждым днем наша перемога все ближе, и на то есть как много причин, так и много предпосылок. Уже многократно озвучивалось, что для россиян хороших сценариев уже не существует. 24 февраля ими был выбран сценарий, по которому, что бы они теперь ни делали, ни к чему для них хорошему это уже не приведет. И не важно, как эта ситуация называется в шахматах, важно, как она реализуется каждый день, шаг за шагом. Они всей своей компанией все глубже увязают в своих же хитросплетениях, которые расставлялись, как им казалось, для Запада, Украины и Америки. Но по факту выходит так, что каждое новое движение россиянцев приводит ко все более глубокому запутыванию их положения. Сегодня паутинка встрепенулась в месте дефолта Белоруссии. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что в Белоруссии произошел дефолт по внешнему долгу. 13 еще июля истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить $22,9 миллиона по 10-летним еврооблигациям «Беларусь-27». Министерство финансов Белоруссии совершило платеж в национальной валюте. Из-за этого держатели бондов не смогли получить выплаты, ибо погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт. Беларусь вслед за Россией решила выплачивать внешний долг в национальной валюте в конце июня. В белорусском правительстве назвали это решение вынужденной мерой, так как участники системы не могут гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций. Таким образом, Пюрешник последовал примеру своего шефа, который 22 июня подписал указ, устанавливающий новый временный порядок выплат по еврооблигациям в рублях. Moody's 28 июня заявила, что Россия допустила дефолт по еврооблигациям. Держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по 2 еврооблигациям на сумму $100 миллионов к моменту истечения 30-дневного льготного периода. На фоне всего этого президент России подписал, а кто-то сомневался, закон о праве властей вводить специальные меры в экономике для обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации. Документ предусматривает временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва, а также сверхурочную работу в отдельных организациях. Речь идет о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. Не согласных с такими решениями, конечно же, нет. Все радостно, с возгласами «можем повторить», повалят в нужном направлении, ведь согласно закону компании, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, не вправе будут отказываться от заключения договоров и госконтрактов на поставку товаров, выполнение работы и оказание услуг. Там прописано, что это касается договоров, заключаемых в соответствии с законом о гособоронзаказе или законом о контрактах в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Но эта строка — это обычное насмехательство, кое в россияне эшелоны. Да, вот следующая строка. Для обеспечения операций юрлицам можно будет проводить закупку у единственного поставщика продукции, необходимой для выполнения государственного оборонного заказа. При этом МЧС, Минобороны, ФСБ и Росгвардия могут предлагать увеличивать или уменьшать количество товара, объем работы или услуги. Так что, как и предполагалось, количество поддерживающих курс увеличится, причем по большему количеству пунктов абсолютно бесплатно и по собственному желанию, из патриотических чувств. Думаете, проберет кого-то? Сильно сомневаюсь. Они уже шагу самостоятельно ступить не могут там давно, а теперь и подавно. Еще новость. Выгнали Рогозина. Жаль, он нас столько лет развлекал.
Столько всего перепортил, столько всего разорил в Москвостане, что ему медаль впору дать. На его место проштрафившегося вице-премьера по ВПК Борисова по кличке PowerPoint, который набрехал, что РФ есть развитое ВПК. Будет готовить спецоперацию на Венере, видимо, ибо поступила информация о том, что спутники рассмотрели под ее ядовитыми тучами стиральные машины, оставленные высокоразвитой украинской цивилизацией. Робот Федор на радостях скоммуниздил последний летающий протон. В это же время в общем заявлении СБУ, СНБО, МВД, ГУР, Минобороны обнародован список из 100 телеграм-каналов, которые координируются Кремлем, сеют зраду. Россия не может победить нас на поле боя, а потому пытается посеять зраду и расшатать украинское общество изнутри. В частности, для этого используется ряд телеграм-каналов, которые выдают себя за независимые, но координируются Кремлем. Цитата. «Призываем вас не использовать эти каналы, ведь их работу финансирует и координирует Россия. Ни в коем случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины». В СБУ также обратили внимание собственников и редакторов украинских изданий, что поддержка таких ресурсов – пособничество врагу, которое будет преследоваться в соответствии с законодательством. А вот это уже серьезная заявка на лидерство. И несмотря на явные признаки цензурирования, я не могу не поддержать такие заявления в такое время. Закон о коллаборантах уже вроде как есть. Загляните в Телеграм Пенса, сброшу этот список туда после публикации ролика. Китайская соцсеть TikTok абсолютно официально заявляет, что не собирается снимать ограничения на работу в России. При этом и возможность размещать видео для российских пользователей останется недоступной. То есть россиянам остается недоступен просмотр контента от авторов из других стран, недоступна загрузка своих видосов, но доступ к ТикТоку есть. Эдакая цацка. Ни поиграться, ни выкинуть. Изучайте архивы. Как-то так. 7 марта еще TikTok была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России после того, как в России вошел в силу закон о распространении фейков о российской армии. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. Видимо, изучение этих вопросов затягивает, раз компания до сих пор не изучила все аспекты и просто не развернулась и не ушла из зоны РУ. Ждут. Ну-ну. И напоследок. США не снимали санкции с России. Объясняю, откуда ширится зрада зрадная. Россия, применяя свою стандартную пропаганду и ложь, рассказывала лидерам стран, пострадавших больше всего от продовольственного кризиса, что все санкции и мероприятия не позволяют ей экспортировать продовольствие. США и ЕС возражали. Самый лучший пример – разговор с президентом Сенегала, когда на саммите ЕС ему объяснили, что причина не в санкциях. Он вроде бы все понял. Полетел к Путину навстречу и, приехав оттуда, снова начал рассказывать, что Запад должен снять санкции с продовольствия и удобрений. Причем эта возня идет так давно, что США предложили прекратить кремлевские спекуляции и выдать отдельную справку о том, что санкции не распространяются на продовольствие и удобрения. Вчера в рамках этого заявления они эту справку выдали. Если почитать оригинал сообщения Министерства финансов, а не его свободное изложение, которое распространяется по просторам украинского интернета, все становится на свои места. Сегодня Министерство финансов выпускает информационный бюллетень, чтобы дополнительно разъяснить, что сельскохозяйственные товары, включая удобрения, сельскохозяйственное оборудование или лекарства, связанные с Россией, не являются объектом санкций США. Кроме того, в сообщении говорится о расширении действия генеральной лицензии на операции с продовольствием. Указанное сделано с целью того, чтобы африканские страны, Ближний Восток и Азия, являющиеся потребителями российского продовольствия, могли рассчитываться за него в долларах, а не в рублях или юанях. Следовательно, ни о каком ослаблении или снятии санкций речь не йде. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.